Итан Картер был архитектором амбициозного проекта, который должен был изменить судьбу маленького острова, получившего печальное название «Мертвый пляж». Остров, когда-то процветавший благодаря туристам, оказался в упадке. Туризм привел к исчезновению местных видов животных, а инвазивные виды, такие как крысы и различные вредители, разрушили экосистему. Итан был решителен. Он предложил необычное решение – выпустить 10 тысяч неядовитых змей, чтобы они могли справиться с популяцией грызунов. Эта идея вызвала бурю недовольства среди местных жителей, особенно у Дэвида Робертса, одного из старейшин деревни, который считал этот план крайне радикальным и опасным. Несмотря на протесты, Итан смог добиться финансирования и организовать транспортировку змей. Местные жители, не согласные с таким подходом, начали активно саботировать проект. Они убивали змей, сжигая их или отравляя антифризом. Однако Итан не сдавался. Он был уверен, что его план принесет результат. Проект дал первые положительные результаты, когда популяция грызунов начала сокращаться, а растительность на острове постепенно восстанавливалась. Однако змеи начали проникать в рыбацкую деревню, что вызвало панику среди жителей. Люди боялись, что змеи будут угрожать их жизни, и протесты усилились. Чтобы объяснить цели проекта и развеять страхи, Итан организовал общественные семинары, на которых рассказывал, как змеи помогают восстановить экологический баланс на острове. Некоторые местные жители начали осознавать потенциал проекта и даже поддержали его. Со временем растения, которые восстанавливались благодаря уменьшению численности вредителей, стабилизировали песчаный ландшафт острова. Птицы вернулись, а экосистема начала приходить в норму. Итан, понимая, что для окончательной победы над грызунами нужно большее разнообразие видов, завез на остров королевских змей, которые также помогали бороться с другими вредителями, такими как крабы. Но местные жители продолжали саботировать проект, что привело к открытым конфликтам. Тем не менее, змеи и восстановленная растительность начали приносить результаты. Рыба вернулась в воды острова, что улучшило условия жизни местных жителей, которые начали замечать рост рыболовного промысла. Итан предложил ввести квоты на вылов рыбы, чтобы сохранить баланс в экосистеме. Вскоре Дэвид Робертс, увидев все изменения и осознав важность восстановления экосистемы, признал значимость проекта и стал поддерживать его. Чтобы привлечь большее количество людей и развить экономику острова, Итан предложил развивать экотуризм. Идея оказалась успешной, и остров стал охраняемым заповедником с жесткими квотами на вылов рыбы и охоту. Дэвид Робертс стал гидом, проводя экскурсии для туристов и рассказывая им о том, как змеи помогли спасти экосистему острова. С каждым годом остров становился все более популярным, привлекая экологов и туристов со всего мира. Вскоре остров стал мировой сенсацией. Прошли годы, и Дэвид, теперь уже пенсионер, гордился тем, что стал свидетелем невероятных изменений на родном острове. Он часто рассказывал своим детям и внукам историю о том, как змеи спасли мертвый пляж и вернули жизни на остров. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.